Всем привет! Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Сегодня мы поговорим о 7 шагах, чтобы стать дизайнером интерьера или начать зарабатывать больше, если вы практикующий дизайнер. Обсудим, что такое дизайн-проект, сколько зарабатывает дизайнер интерьера и на чем, что должен делать дизайнер в дизайн-проекте, какой его функционал и его зона ответственности. Компьютерные программы для дизайнера интерьера. Какие этапы в самом дизайн-проекте? Как стать дизайнером интерьера? И как работать в премиум и бизнес-сегменте самому дизайнеру? Многие из вас хотят стать дизайнером, и это вполне реально. Возможно, вы имеете непрофильное образование и вообще работаете и учитесь в другой отрасли. Возможно, вы в декрете, или вы не мобильны, или вы хотите изменить свою жизнь, зарабатывать больше, заниматься творчеством. Чтобы стать дизайнером, нужно только одно – это желание, как и для всего в нашей жизни. В этой профессии практически нет дискриминации. Профессия дизайн интерьера доступна многим, и ей можно заниматься онлайн. Мы все вначале чего-то не знаем, как читать, писать, но с обучением и опытом это приходит. Подписывайтесь на меня. Рынок недвижимости развивается, а строительный бизнес – это значимый элемент структуры любой экономики, любого государства. Поэтому профессия дизайнера интерьера будет всегда востребована, а значит, у вас будет работа. Что такое дизайн-проект? Это мысли, идеи заказчика и идеи, навыки в виде четкой структуры в дизайн-проекте от самого дизайнера. То есть дизайнер структурирует идею в проекте и реализовывает ее. Смотрите мое более детальное видео о дизайн-проекте в подсказке в описании. Вы спросите, а сколько зарабатывает дизайнер интерьера и на чем? Дизайнер зарабатывает, вы не поверите, от 80 тысяч рублей в месяц. И это реальная сумма. Если вы практикующий дизайнер и зарабатываете меньше, значит вам нужно мое обучение. Так как у вас дешевое проектирование, и вы не владеете навыками заработка на дополнительных продуктах. Дизайнер зарабатывает на проектировании, на авторском надзоре, на комплексном управлении, на дополнительных услугах, на поставщиках материалов, на инженерах, на строителях, на согласованиях. Минимальный агентский процент дизайнера составляет от 10% от суммы счета самого заказчика. Смотри мое видео в подсказке и описании, что такое дизайнерский процент. Почему по факту это полная ерунда, фикция, что дизайнерского процента не существует. А как тогда и сколько может составлять заработок дизайнера на подрядчиках? С учетом проектирования и поступления агентского вознаграждения дизайнер должен зарабатывать от 110 тысяч рублей в месяц. Если у вас сумма меньше и вы опытный дизайнер, значит вы явно что-то делаете не так. И вам необходимо мое обучение по прокачке. Дизайнер должен зарабатывать на всем, что покупается в рамках дизайн-проекта. И это не значит обдирать, воровать у самого заказчика. Это вообще про другое. Практически все поставщики и подрядчики, когда видят дизайнера или вы говорите, что вы дизайнер, то они просто задирают ценник. А продаете именно вы, как дизайнер. Функционал дизайнера в начале профессии должен быть максимальный, чтобы вы поучаствовали во всех тонкостях и моментах работы. Продажа проекта, подписание договора, составление технического задания, обмеры, выезды по магазинам, чертежи. Дизайнер работает в программах Photoshop и опциональные – это Archicad, AutoCAD, Revit и 3D Max. Программы могут варьироваться. Что можно делегировать? Это 3D-визуализации, которые будут идеальными на основе грамотного технического задания с развертками для визуализатора. Если хотите узнать, и чтобы я записал видео про крутое техническое задание для визуализатора,
то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И я сниму вам это потрясающее дополнительное видео. Многие делегируют обмеры и рабочую документацию, и это опасно, так как все риски некачественного проектирования и что ваш проект не будет реализован. Дизайнер– это менеджер, босс проекта, и он отвечает за всю этапность проектирования, структуру дизайн-проекта. Это техническое задание, планировочное решение, концепция, 3D-визуализация. Смотри мое видео о видах чертежей в дизайн-проекте. Также дизайнер отвечает за рабочую документацию и за реализацию всего проекта, если находится на авторском надзоре. Дизайнер при некачественном исполнении ответственен материально, и зачастую это суммы больше, чем стоимость дизайн-проекта. Чтобы стать дизайнером интерьера, нужно пройти курсы только от настоящего практика, ну, как я, например. Далее войти под наставничество опытного дизайнера и совместно с ним реализовать от 2 объектов, чтобы опытный дизайнер, как наставник, мог вас на практике поправить и улучшить вашу работу. Вы скажете, что это все сложно, но нет. Дизайнеру нужно всегда консультироваться со смежниками, которые продают и используют те или иные материалы. У них уже есть наработки в реализации. После консультаций вам необходимо сопоставить все в один проект. То есть не нужно изобретать велосипед. Вам помогут смежники и сильный наставник, как я. Многие хотят выбраться в премиум-сегмент, но не могут и сами не понимают почему, так как находятся в экономе и делают низкобюджетные проекты. Если вы не следите за собой, за своим внешним видом, вы неопрятны, невнимательны, вы не придерживаетесь принципа, что мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи, вы не презентуете свою работу, то вам нужно срочно со мной прокачаться. Чтобы дизайнеру работать и быть в бизнес и премиум-сегменте, вы сначала должны изменить свое мировоззрение, стать педантом во всем, оказывать заказчику высокий уровень сервиса, не применять избитых решений в проекте, быть новатором, всегда предвосхищать идеи заказчика, быть проактивными, рисковать, предлагать сложный, но простой дизайн. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Пока-пока.